Ну что, всем привет! Что такое осень? Осень – это время мотошопинга. И я решил тоже обновить немножко свой мотогардероб. Та-дан! 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 Короче, народ, купил я себе шлем Shoei GTR 2. И мотогарнитуру сразу к него, настроенную под него SRL2. Это Сена, насколько я понимаю. Да, тут написано Сена. Вот. И сейчас мы с вами откроем и посмотрим, что там внутри. Может быть, для кого-то это будет интересно, может быть, это нафиг никому не нужно, может быть, такого очень много. Но я, когда выбирал шлема, я искал подобную информацию, было интересно послушать мнение, какой шлем выбрать. Я выбирал между несколькими шлемами. Shoei, именно GTR 2, это туристический шлем, спортивно-туристический шлем. И мне были интересны шлемы Arai, которые я посмотрел. Ну, вот почему-то выбор пал вот на Shoei. Также X-Lite смотрел, шлем, ну, сейчас поподробнее в процессе разборки, сейчас разберем, откроем, посмотрим, что к чему. Если что, в процессе разборки все расскажу, покажу. Короче, я думаю, что вот так вот будет видно. Так, ну что, начнем со шлема. Вот такой он в коробочке. GTR 2. Цвет черный глянцевый, размер L, 59-60 сантиметров. Этот шлем, вообще он так, коробочку будем открывать. Так, в комплекте сразу идет пинлок EVO, по-моему, для этого шлема. Антизапотевающая линза, чтобы не потел визор. Так. Такую вот вещь достаем. Так, сам шлем. Так, коробка, я думаю, нам больше не нужна. Шлем в сумочке. И какое-то руководство пользователя, что ли. Так. Это, я думаю, нам тоже уже не нужно. Так, что идет у нас тут в пакетике? Помимо целлофана. Так, какая резиновая штучка, это, так понимаю, что отсекатель для дыхания. Отсекатель для дыхания. Пластмассовая лопатка, чтобы, понимаю, этот шлем разбирать. Какая-то смазка для механизмов. Инструкция. По установке пинлока. Парочка наклеечек. Руководство. Ну, короче, вот эта вот вся мутатень бумажная, я думаю, что вам, наверное, не сильно это будет интересно, поэтому пока это все отправляется в ту же коробочку, за исключением лопатки и отсекателя дыхания. Ну что, так, шлем. Его Величество Shoei GTR 2 в размере L. Этот шлем выпускается в 3 размерах внешней скорлупы. Это, ну, от там XS до M, это самая маленькая скорлупа, потом средняя, это размер L. Вот у меня, кстати, средний размер. И XL, и там 2XL, или какие там 3XL, 5XL, если они такие есть, то это третья скорлупа, третья величина скорлупы. Шлем решил взять черный глянцевый. Ну, хотелось мне вот черный глянцевый. Вот черный матовый у меня есть, вот этот ретро-шлем. Ну, можете посмотреть тоже в моих видео, я снимал обзор на тот шлем. Вот, захотелось именно вот черный глянцевый. Такой вот шлем.
Что у него сразу? Визор. Вентиляция получается сверху открыто-закрыто и снизу открыто-закрыто. Такой вот интересный шлем. Так, вот так вот он выглядит. Не знаю, я черно прям кайфанул. Прям одеваешь его, прям круто. Так, что мы имеем? Шлем, давайте, наверное, покажу, как он смотрится вообще на голове. Возможно, на моей голове, конечно же. Возможно, это тоже будет интересно. Так, чуть-чуть камеру подниму. Шлем не на D-ринге, шлем на застежке. То есть, мне, кстати, D-ринг понравился. Вот раньше было неудобно, но система D-ринг мне сейчас нравится гораздо больше. Главное к ней привыкнуть. И если шлем, у нормальных шлемов ей пользоваться очень даже комфортно. Так, тут еще, кстати, сеточка, чтобы не задувать ничего. Материал здесь какая-то кожа. Ну, довольно приятный материал. Так. Шлем новый, поэтому, скорее всего, будет надеваться довольно туго. Да хотя. К нему надо еще будет попривыкать немножко. Так. Опа. Ну вот приблизительно как-то это так выглядит. Внутри довольно приятная подкладка. Так вот он выглядит сбоку. О каких фишках этого шлема можно, кстати, сказать? То, что, этот шлем, по крайней мере, я его пока еще не тестил, но многие говорят, что у него должна быть хорошая вентиляция и хорошая шумоизоляция. Ну, это на некоторых видосах. Но владельцы таких шлемов, которых я слышал, которые на YouTube высказывают, очень противоречиво говорят. То есть некоторые говорят, что этот шлем вообще кайф, этот шлем топ, тихий, удобный, вообще супер. Некоторые говорят, что повелись на отзывы, и шлем нифига не тихий, а прям бьет по ушам. Я думаю, что в ближайшее время я его буду тестить. Кстати, сейчас погода, конечно, не очень позволяет, но если получится, я думаю, ради контента и ради собственного интереса, чтобы не ждать до весны, я думаю, что, возможно, я попробую выехать. Этот шлем, кстати, имеет уже подготовку под мотогарнитуру, под определенную, которую мы купили, Sena SRL2. То есть тут ничего не надо колхозить, ничего мудрить, отстегивается подкладка, отстегиваются вот эти вот треугольнички с одной стороны и треугольничек с другой стороны. Здесь вот защелка, здесь вставляется аккумулятор, здесь антенна, с другой стороны пульт, наушники, и у вас шлем внешне практически не отличается от стока, никаких прибамбасов сбоку нет, и уже есть мотогарнитура, которая позволяет вам общаться как по телефону, так и с товарищами, у которых тоже установлена мотогарнитура. Ее тоже, я думаю, потестим, вот, потому что я купил себе Сену, хотя многие говорили, покупай Карда. Решил, вот, чтобы ничего не выделяться, что вот под этот шлем заточено, то я и возьму. Так, у этого шлема есть прикольная такая фишка. Вот. Есть визор, когда закрываешь визор, то есть он сначала прикрывается не до конца, то есть мини-вентиляция, мини-щель такая здесь есть. То есть в жаркую погоду можно визор до конца так не защелкнуть, и будет потихонечку поступление воздуха, как будто будет продуваться. Либо защелкнуть, получается, сейчас защелкнуто, вот мини-щель, и вот так защелкивается. Либо чуть-чуть приоткрыть. Так как этот шлем является спортивно-туристическим, то у него есть очень хорошая и полезная вещь. Это вот такие выдвижные солнцезащитные очки, что позволяет нам с прозрачным визором кататься в любое время суток. То есть днем катаемся, все отлично. Если вдруг солнце начинает светить, выдвигаем очки, и мы уже не слепнем и передвигаемся в комфортной для себя обстановке. Соответственно, ночью с прозрачным визором, я думаю, не нужно объяснять, что гораздо практичнее кататься.
Да, конечно, эстетика немножко страдает, с темным визором шлем всегда выглядит более эффектно, но есть в этом некий дискомфорт. Мы сейчас вот так. В 3 словах расскажу, зачем я решил купить себе еще один шлем. Этим летом я купил себе, мне захотелось ретро-шлем, я его купил, горе не знал, катался на своем круизере. Все было отлично. Ну, были некие дискомфорты, то есть там больше 120 едешь, ну, воздушные потоки, хоть там и стоит обтекатель, который там, ветровое стекло, вернее, которое выдвигается, воздушные потоки там идут, ну, вот после 120-130 км в час на круизере, если начинаешь ехать, то воздушными потоками, ну, как бы они проходят, чуть касаются макушку шлема, ну, и шлем немножко подергивает. Ну, я думаю, это нормально, это, в принципе, стандартная процедура для таких скоростей, и поэтому просто надо с этим мириться, либо к этому привыкнуть. В конце сезона, я бы сказал, даже в начале осени, мне товарищ дал прокатиться в шлеме, тоже спортивно-туристическом, фирмы Nolan, итальянской фирмы Nolan. Вот. То есть я его когда первый раз одел, да, был немножко от моего ретро-шлема, он отличался, то есть он более плотно сидел, он имел более такую обтекаемую форму, кстати, похож тоже на GTR. Сел прям вот как влитой. Когда я на этом шлеме поехал, я почувствовал колоссальную разницу. То есть до 100 км в час, в принципе, там, до 100, там, до 80 разница там, не такая сильная. Но когда начинаешь разгоняться до 100, 120, насколько стабильно ты себя чувствуешь. То есть ты не чувствуешь, там, что у тебя голова колышется, то, что там стоит сразу, кстати, пинлок, то, что визор не потеет, ничего не поддувает, и ты на скорости чувствуешь себя очень-очень-очень комфортно. Вот. У товарища еще есть, помимо Нолана, у него есть шлем Shoei GTR, правда, первый. Вот он от него, можно сказать, просто на него молится. Он говорит, это просто верх технического дизайна. И он от него просто балдеет, говорит, идеальный шлем. Ему прям вот он очень нравится. Ну и поэтому вот я тоже решил посмотреть в сторону компании Shoei. Но это GTR 2, то есть следующая уже модернизация. Пока в нем не катался, ну, думаю, что есть смысл выехать даже еще в этом сезоне, хотя погода уже там небольшой плюс. Ну, думаю, есть смысл потестить его и попробовать. Действительно, почувствовали разницу между Nolan. Nolan, кстати, был XL, это L. Но Nolan, наверное, мне тоже, наверное, L-ка подошла бы. Ну что, теперь вернемся к распаковкам. Я думаю, что есть смысл начать распаковку гарнитуры. Вот такая вот гарнитура, такая коробочка. Sena SRL2. Так. Чуть-чуть камеру наклоним, я думаю. Опа. Что-то не получается. О, отлично. Такая коробочка. Такой вот наборчик. Я думаю, видно. Такой наборчик, кстати, очень небольшой. Сейчас будем смотреть и разбираться вместе. Вот и все, я думаю. Так. Ага, провода. Я думаю, инструкция. Провод, я думаю, зарядки. Или поролончики на микрофон. Ну, видимо, липучка для микрофона. И микрофон на штанге. То есть у меня интегральный шлем, то есть есть еще модуляр у Shoei, это тоже туристический шлем, только у него вот нижняя часть отстегивается и закидывается вверх. Вот, а эта гарнитура подходит и для интеграла, и для модуляра. То есть для модуляра микрофон такой выносной на штанге будет, а для интеграла просто, наверное, на гибкой
на гибком проводе, который будет просто цепляться. Так, ну что, я думаю, вот так это выглядит. Наушнички. Так, убираем, чтобы нам ничего не мешалось. Ну, теперь я думаю, что давайте попробуем и установим сразу. Что тут? Подселили чехол из-под шлема, чтобы шлем не поцарапать. А то будет очень обидно. Новый шлем. Так, ну я думаю, здесь перепутать будет сложно, потому что все, по идее, должно подходить. Все здесь вот так. Аналогично. Опа. От правого наушника идет такой штекер. Туда, как понимаю, вставляется микрофон, который дальше будем крепить. И устанавливаем наушник. Чтобы закрепить микрофон, нужно наклеить вот такую вот липучечку. Оп. Давай, держись. Ну что, наконец-то собрал я этот шлем. Вчера начал собирать, вот, и камера села. Сейчас расскажу, в чем, как процесс происходил. То есть с разборкой шлема вопросов вообще никаких нет. С монтажом гарнитуры вопросов вообще никаких нет. То есть тут все очень просто, все очень досконально понятно. Тут даже перепутать будет максимально сложно. Я бы сказал, даже невозможно. То есть тут все заточено. То есть блок устанавливается, заглушка вынимается, поролон вынимается, вставляется блок аккумулятора, под наушники там уже все технические отверстия сделаны, под провода все технические отверстия сделаны, под микрофон все технические отверстия сделаны. То есть под каждый провод есть своя бороздка, на каждом наушнике написано, что это правый, левый. Все очень понятно. У меня была только вот запара со сборкой. То есть здесь такие есть пластиковые клинышки. Вот, ну, как-то вот чуть-чуть у меня запарка. Но я посмотрел на ютубе, в принципе, есть видосы, показываются. Но вот, кстати, с клинышками там какой-то геморрой. Так что, если кто-то будет устанавливать, у кого-то будут вопросы или там что-то недопонимание, можете написать, я подскажу. Вот так эта гарнитура выглядит. То есть от штатного шлема практически ничем не отличается. То есть с левой стороны у нас пульт управления с тремя кнопками плюс-минус и посередине. И с правой стороны здесь антенна. Ну, все наушники, все внутри. То есть вот как-то это так выглядит. Ничего такого сверхъестественного и сложного в этом плане нет. За это, конечно, этой гарнитуре плюс. Вот. Эту гарнитуру вчера я погонял, попробовал подключиться с телефона. И какие сложности у меня возникли? Ну, у меня почему-то вот телефон не с первого раза я, конечно, подключился, но потом в итоге все заработало, все получилось. Что могу сказать? По качеству звука этой гарнитуре, конечно,
ничего там сверхъестественного не ждите. То есть, если сравнивать с мотогарнитурой такой, как Карда, Карда, я слушал, там наушники JBL стоят, звук, конечно, на порядок выше и лучше, чем здесь. Там уже и басы, в той гарнитуре музычку слушать в разы приятнее, чем здесь. Здесь, конечно, гарнитура заточена больше просто под житейские нужды. То есть просто позвонить, поговорить, чисто под голос, не под музыку, это точно. Ну, можно послушать. Ну, там, если вы там любите хорошую музычку, то вас это не сильно впечатлит. Средний здесь сочнее, низов практически нет, в отличие от Карда. Ну, на этом, в принципе, все. Но зато удобство монтажа и внешний вид вообще не страдает. Также, в отличие от Карда, есть такой нюанс, то есть, чтобы там гарнитуру зарядить, просто снимается вот этот набалдажник сбоку, относите и несете там домой или куда-то к розетке, заряжаете, подсоединяете, заряжаете, и как бы шлем не надо никуда таскать. Здесь, чтобы зарядить мотогарнитуру, придется, конечно, шлем к зарядке тоже с собой брать домой, из гаража или куда-то. Чтобы зарядить эту гарнитуру, шлем нужно, конечно, будет тоже брать с собой и подсоединять к розетке. То есть здесь аккумуляторный блок, здесь такая резиновый уплотнитель, его отгибаете, заглушка, вставляете туда провод и к розетке, и шлем будет заряжаться. По качеству связи, в принципе, каких-то таких негативных моментов я не испытал. То есть я сегодня попробовал потестить этот шлем, прокатился на мотоцикле, позвонил друзьям, поговорил по телефону. В принципе, сказали, что по качеству связи претензий нет, слышно очень даже хорошо. Ну, я их слышу, и они меня слышат. Все очень неплохо работает. Тут замечаний нет. Что хотел рассказать, рассказал, поделился своим первоначальным впечатлением и мнением. Если будут какие-то вопросы, можете написать. Если будут вопросы по поводу установки гарнитуры или помощи, или совет, тоже можете написать.